Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И вот, наконец-то вышел новый, долгожданный большой корабль Caspian Explorer в Elite Dangerous. Мною этот корабль был протестирован на стриме в день его выхода, и сейчас я вам все подробненько про него расскажу. И не забывайте, что вся информация по игре и не только выходит раньше в моем телеграм-канале, а видео выходит еще на Бусти гораздо раньше, чем на самом YouTube-канале. Все ссылочки, мои дорогие, в описании. Так вот, новый корабль Caspian Explorer позиционируется как исследователь, а по внутрянке у нашего исследователя следующее. Вооружение. 6 вторых пушек и 1/3. По тестам, которые я проводил, оказалось, что урона маловато выходит, но об этом позже. Внешних слотов только лишь 6 штук, что категорически мало для большого корабля, если делать из него боевой корабль. Основное оборудование тоже не порадовало своей размерностью, а именно 3 первого размера слота, 1 слот второго размера, 1 слот третьего размера, 2 слота четвертого размера, 4 слота пятого размера, 2 слота шестого размера и 1 слот седьмого. Для исследователя это больше, чем нужно. Для остальных вариантов грустненько, особенно для торговца и майнера. А основное оборудование следующее. Силовая установка 8 размера, двигатели 7 размера, FSD двигатель, внимание, 8 размера. Такого у нас ни у кого нету. Система жизнеобеспечения 5 размера, распределитель энергии 7 размера, как на катере и крайте МК-2, сенсоры 8 размера и топливный бак 7 размера. 128 тонн топлива. Чё-то как-то многовато. По визуалу корабля чисто скопированный корабль из вселенной Стартрека, плюс бесячий выпирающий движок сзади. Выглядит корабль прикольно, но по дизайну как-то немножко странно. Летающая тарелка какая-то с двигателями в Elite Dangerous. Ну такое. Корабль как будто прям не отсюда. При выдвижении посадочного шасси корабль подтягивает боковые двигатели. Кстати, в плане посадки нареканий особо не было, но сажать его 100% не так удобно будет, как Мандалай из-за его размеров. Кабина ничем не примечательная, за исключением балки перед лицом и оформлением кабины сзади. Но то, что перед вами, выглядит довольно грустно, учитывая еще вот эту маленькую панельку. И, кстати, если хотите поддержать меня и канал, то привычные донаты в описании, либо платные подписки на моем бусте. А мы возвращаемся к теме видео. По поводу исследовательских фитов. Вот вам табличка, которую я составлял вчера на стриме, когда мы его инженерили и собирали. Да и все фиты, которые мы будем обсуждать сегодня, будут находиться в моем телеграм-канале одним большим постом, потому что фитов много. Ссылка на это все, прямо на сам пост, в описании. Так вот, без инженеров этот корабль прыгает 55 лет, что на самом деле немало, особенно учитывая размер данного корабля. Но это в пустом фите. При добавлении всего нужного оборудования и возможностью буста он прыгает 53 года. Разница всего лишь в 2 световых года получилась у меня. Не знаю как. Какая-то магия. А вот если добавить инженеров, то этот корабль в пустом виде может позволить себе прыгать на 90,78 световых года, что при учете зарядки FSD от нейтронной звезды повышает прыжок в 6 раз до 545 световых лет, что дофига. Но это лишь при учете, если вы поставили FSD двигателем МК-2, конечно же. Это будет пустой, урезанный фит с урезанным топливным баком до 32 тонн. И не стоит бояться, кстати, урезать топливный бак на этом корабле, так как его FSD двигатель МК-2 8 размера класса А ест за один прыжок 6,8 тонн топлива. То есть в стоковом его топливном баке 128 тонн это 18 прыжков, что очень дофига для исследователя. С баком на 64 тонны это 9 прыжков, что является оптимальным вариантом, как по мне. А на 32 тонны почти на 5 прыжков топлива у вас будет. Что тоже неплохо. Если делать нормальную сборку со всем чем нужно, но без максимальных маневровых двигателей, то прыгает он чуть-чуть поменьше, 87 световых лет. Если ставить максимальные маневровые двигатели, конечно же, с возможностью буста,
как и в предыдущем варианте, то это будет 83,4 световых года, а скорость его на бусте будет 454 метра в секунду, что на самом деле много, Анаконда так у нас не летала. Для того, чтобы корабль мог делать буст на максимальных маневровых двигателях, нужен третий распределитель с фокусом на двигатель, если что, потому что я мучился на стриме с этим. Этот и предыдущий вариант имеют щиты 5-го размера без инженеров, и это самый маленький размер щитов, который можно поставить на этот корабль. Но можно в эту сборку добавить призматические щиты и увеличить количество щитов до 1800. При этом щитогенератор такого же размера, но с инженерами, и добавляются 2 усилителя щита с инженерами. Но тогда из-за другого фита прыжок будет уже 79,9 световых лет. Для сравнения, мой Мандалай в полном фарше прыгает 83,5 световых лет. Там и максимальные маневровые, и третий распределитель, как тут, щиты, дроны и много чего еще. С вводом этого корабля разработчики ввели аж целых 3 новых модуля МК-2, а именно переборки корпуса, которые позволяют при орбитальном полете на планету опускать нос вплоть до 75 градусов на секундочку, и скорость планирования у вас возрастает с 2500 метров в секунду до 3500 метров в секунду. Новые маневровые двигатели МК-2 снижают влияние гравитации на корабль, что позволяет ему быть более маневренным на планете. Я попробовал полетать, но об этом позже. Это прям сказка. И FSD-двигатель МК-2, который увеличивает бонус заряда от нейтронной звезды. В стоке это X4, теперь это X6, что и позволяет разгонять его до 550 световых лет за один прыжок. А это больше, чем прыгает флотоносец за один раз на секундочку. Делать из него майнера и фиты под майнинг смысла не вижу, так как есть Type 11, который скоро будет доступен за игровую валюту. Торговца тем более не вижу смысла делать, так как уже есть Panther Clipper MK2. Но все же, если нужно, дайте об этом знать мне в комментарии, и я добавлю в пост в моем телеграм-канале с фитами еще и сборки на майнинг и на торговлю. На удивление, корабль получился неплохой в плане маневренности и скорости, и я решил попробовать его в бою. Я вам так скажу, я был приятно удивлен от его боевых возможностей. По щитам получается 5000 щитов с 7-м щитогенератором призматическим и с щитонакопителями 6-м и 6-м. Либо 3700 щитов с 6-м щитогенератором призматическим и щитонакопителями 7-го, 6-го и 5-го размеров. А корпуса в районе 5000. Корабль получился достаточно холодный, быстрый, и маневренность его, по ощущениям, на уровне даже не Анаконда или Корвета, а Крайта МК-2, что очень и очень круто. По маневренности вы можете видеть, как он летает во время боя. И, кстати, бой этот снимался в пиратском сигнале 7 уровня, а там самые жирные и опасные NPC, которые только есть, не считая торгоидов. Но чуть-чуть не хватает урона из-за размерности его пушек. На плазмах еще более-менее нормально можно вести бой, наносить хоть какой-то урон из-за абсолютного урона плазм. Но на усиленных зажигательных многостволках что-то грустно получалось, когда на стриме тестировали все это дело. Учитывая, что этот корабль имеет стоковый топливный бак на 128 тонн, можно совершенно спокойно делать сборки на топливном оружии, то есть рельсотроны и плазма будут брать патроны из топливного бака вашего корабля. И это будет очень хороший вариант для ПВЕ боевки, но не для ПВП. У меня есть элитные обзоры кораблей, где берется корабль и тестируется в ПВП боях против игрока на всех актуальных кораблях. И тестировать его так или нет, я не знаю, если честно. Но как минимум скорость и маневренность просто прекрасные. По маневренности на планете и в космосе я тоже был приятно удивлен. Получается, разрабы сделали исследователя и легкого бойца. Что же будет, когда фронтиры сделают большого универсала или же большой боевой корабль, мне страшно представить. И вот вам просто фрагмент того, как корабль себя ведет на планете, на Фаофе.
Каков итог? Если вы часто летаете и заряжаетесь от нейтронных звезд, то это ваш выбор из-за бонуса зарядки. Если вы очень часто спускаетесь на планеты, это тоже ваш выбор из-за нового корпуса и маневровых двигателей. А если вам на это пофигу, то спокойно летайте дальше на Мандалае. Фронтиры, понимая это, снова решили подстегнуть продажи нового корабля, выпустив в день его выхода цель сообщества с экзобиологией. И интересный прием они придумали. Но если бы я не был контент-мейкером, то я бы, скорее всего, посмотрев этот или другой обзор на этот корабль, не покупал бы его за арексы, а подождал бы, когда он выйдет за внутриигровую валюту, и только бы после этого задумался об его приобретении. Но все же остался бы на своем Мандалае, скорее всего, обзор на который есть на канале. Пишите, что думаете по поводу всего этого корабля в комментарии. Будет очень интересно почитать. Потому что лично для меня это спорный корабль, который был бы бесполезнее гораздо без новых модулей МК-2, которые ввели вместе с ним. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.